rounds now. Just tell me how the fight went compared to your expectations and your game plan. Поздравляю, 13 подряд, непобедим. Скажи, пожалуйста, как прошел бой? Ты так ожидал, что он пройдет? Спасибо за поздравления. Ну, бой прошел так. Я думал, что он будет идти вперед. Получилось так, что мне было очень тяжело его догнать. Thank you so much for the congratulations. I actually thought he was going to be moving forward, and it was really hard for me to catch him. Yeah, and you did shoot a single takedown as promised. So do you think this helped convince the UFC to give you that title shot? Is this the fight that you think got you over the hump? Как ты обещал, ты не пытался его переводить. Это и есть то, что хотел доказать UFC, что ты можешь спокойно биться только в стойке. Да, я показал, что я могу биться в стойке, так как мы знаем, что Ракич хороший ударник. Ну, я думаю, мы сделали хорошую работу. Yeah, I showed the fact that I can fight stand up. I can do it. I can be a striker. We know that Racich is a good striker, but I think that I showed a good fight. Daniel Cormier tried to teach you a little bit of English to call out Alex Pereira this week. Would you mind trying to recite some of that for us? Maybe send a message to the champion now. Кормер пытался научить тебя немного английскому сегодня и до этого на этой неделе. Ты можешь опять сказать ту самую фразу, которую мы с тобой уже говорили 25 раз сегодня насчет Перейры? Конечно, но повторить. Yes, of course, I can do it. Sure. Alex, stop running away for me. This last thing, if you do get the fight with him, ideally when would it be, and how do you think you beat him and take that belt? Но если ты думаешь, что ты заслужил этот бой, что бой состоится, как ты думаешь, когда он состоится, и какой у тебя ключ к победе? Ну, это мы будем ждать от UFC новостей. А так, победа, я думаю, она будет, как бы она ни прошла, я думаю, победа будет на нашей стороне. We're gonna wait for the news from the UFC, but when it comes to the victory, I think that the victory is gonna happen. It doesn't matter how, but the victory is gonna be on our side. Мухаммад, салам алейкум, еще раз поздравляю. Как ты думаешь, не будет ли чемпион сейчас оттягивать время до Рамадана, не соглашаться на бой, потом сказать, что я согласен на бой во время Рамадана или условно первый месяц после, ну, дабы как-то в случае чего аргументировать то, что ты не согласился на бой, а не он убегал, скажем так. Do you think that the champ is going to try and stretch the time sometime close to Ramadan or maybe a month after Ramadan in this way, saying that it's not him who did not agree to fight, but it was you who turned down the fight? Да, я уже слышал об этом, что он хочет где-то на Рамадане подраться. О Рамадане мы не деремся. Если предложат месяц Рамадан, я думаю, мы не подеремся. А так, после Рамадана или до Рамадана, если он скажет да, я думаю, мы подеремся с ним. Yeah, I heard something about the fact that he was going to offer Ramadan, but obviously we're not going to fight during Ramadan. If it happens so, then we're going to decline. But a month before, a month after, that's no issue, we'll fight. Мухаммад, тут еще одно такое обстоятельство есть. Это Дана Уайт, который, сейчас точно не скажу, но вроде до боя он сказал, если АНКАЛАЕВ покажет блестящее выступление, то он следующим подерется за титул. Считаешь ли ты это выступление блестящим, и сможет ли там, условно, Дана считать его? Или сказать, ну, мне не понравилось его выступление, например? And another thing, maybe not today, but at some point Dana has said that in order for me to give him a shot, or in order for him to get the shot, he needs to show an exciting fight. Do you think that there's a potential that he might think that today wasn't exciting enough, and he could say, well, it wasn't exciting enough for a title? Да, я думаю, я показал все, что возможно. Я шел вперед. Получилось так, что соперник начал работать вторым номером, и мне было тяжело его догнать. В общем, я думаю, мы показали. Yeah, you know, I showed what I can do. I put 100% of myself out there. It just happened so that he started to work as number 2 and he started running away from me, and it was really hard for me to catch him. So it didn't look as good as I thought, but I think that we showed what we needed to show. Вот сейчас Перейра тоже не раз говорил о том, что потенциально может там тяжелый вес перейти. Если все-таки получится так, что он перейдет с тяжелый вес там, за третий пояс, к примеру, как ты думаешь, с кем тебя UFC могут свести в поединке за титул? You know, Pereira has, Временного чемпиона или кого бы там ни было?
You know, Pereira has spoken before that he potentially could move up to heavyweight. Let's say that he does move up to heavyweight. Who do you think that you'll be able to fight in light heavy for the title, or maybe for a interim title? Thank you. Ну, я думаю, мне все равно, с кем биться в этом дивизионе. Я уже, можно сказать, бился со всеми стопами. И если получится так, что Перейра уйдет на тяжелый вес, и мне будет все равно. Кого поставить в UFC, с тем поберусь. You know, it doesn't matter. I've fought a lot of the tops in this division, and if it just happens so that he goes to heavyweight, then whoever UFC puts in front of me, that's who will fight for the title. И последний вопрос от меня. На фотографиях перед боем за неделю фанаты заметили что-то похожее на рану, начали опять на стафилококкусу списывать. Что это было на коленке, если не ошибаюсь? Действительно ли были какие-то проблемы со здоровьем, или это просто какие-то там натертости, потертости во время там тренировок? There was a picture that came out about a week before the fight that got the fans concerned. There was a lot of staff rumors. Could you please explain what that was on your knee? Was it something that basically just you got hurt in practice, or was it something wrong with your health indeed? Ну, ничего такого не было, это была простая рана, и как бы я тренировался с этой раной, у меня она начала чуть раздражение, что ли, такое, и в общем ничего такого не было, это просто рана. Oh, it was just a scratch. It was nothing serious. I was just training with it, and maybe it got a little inflamed, but it was nothing big. Hi, Mohammed Yusuf here. Congratulations for the win. Many believe that if someone in light heavyweight would beat Pereira, it's Mohammed ΑНКАЛАЕВ. However, we saw some tweets for you that you will go and strike with him and knock him out. Don't you want to utilize your wrestling as something different? Многие считают, что если есть кто-то в этом дивизионе, кто может победить чемпиона Алекса Перейру, то это именно Мухаммед АНКАЛАЕВ. Но как ты думаешь, для того, чтобы его победить, ты сказал, что ты готов с ним стоять только в стойке и бить его в стойке. Не кажется ли тебе, что тебе все-таки нужно будет подключить борьбу для того, чтобы уверенно победить? Конечно, эти бои, я могу бить с ним в стойке, я могу его бороться. Я думаю, это бой для меня не такой тяжелый бой. У меня были бои намного тяжелее. You know, it's MMA, so of course I can strike with him, I can wrestle with him. I mean, I don't really think that this is going to be that much of a hard fight for me. I think I've had harder fights in the division. Thank you. Магомед, ассаламу алейкум. Ты уже дважды дрался с Джонни Уолкером. И у нас скоро намечается, есть один боец, Богдан Гусков, который в скором времени должен разделить октагон с ним. И он наш соотечественник. Какие advice от твоих сторон Богдана Гускова ты бы дал ему советы против боя с Джонни Уолкером? Спасибо. There's a fighter, Johnny Walker, that you've shared the octagon with twice. Now we have a fighter from our country that is going to fight him. His name is Bogdan Guskov. If you had an advice for Bogdan about the fight against Johnny, what would you advise him? Что бы я мог сказать? Джонни Уолкер, он такой боец, очень нестандартный. Чтобы против него что-то готовить, это очень тяжело. Но его надо почувствовать в ринге. Он нестандартный, и он бьет откуда хочешь, поэтому я думаю, его надо почувствовать. You know, Johnny Walker is a very unorthodox fighter. It's very hard to prepare something specific for him. He's very awkward. He throws from all sorts of different directions from wherever he wants. So it's hard to prepare for something like that. You just have to feel him. Once you feel him in the octagon, you can figure out how to solve it. Магомед, с победой. У Алекса Перейры, твоего потенциального следующего соперника, есть фирменное слово «шама». Есть ли у тебя какое-то слово, возможно, даже необычное, которое ты используешь в повседневной жизни? Alex Pereira has a word that he uses all the time. It's kind of like his mantra, motto. It's shama. He says it all the time. Is it something that, do you have a word or some sort of saying that you use for yourself? Ну, у меня нет таких слов. Нет, в общем.
Us. Только Мухаммад и все. No, don't really have any words like that. Just Muhammad. That's it. Mohammed, question right here, this way. Why do you think personally the UFC doesn't want you to fight Alex Pereira? Your own opinion. Почему ты думаешь, вот именно ты, как ты думаешь, почему UFC не хочет, чтобы ты бился с Перейрой? Твое мнение. Ну, я не знаю, почему UFC делает так. Но мы понимаем, что Перейру оберегают, так как он бьется в стойке, как бы он боец зрелищный. Ну, я думаю, его оберегают. You know, I'm not sure why the UFC is doing it. I mean, I think they're protecting him. We know that he's an exciting fighter. We know that he fights in the stand-up. He's a great striker. So I think that they're just saving and protecting him. And in the lack of Alex fight, who do you think they will give you, or who do you think you would want to fight if there's no Alex Pereira on the next fight? Если не Перейра, кого ты думаешь тебе дадут? Кто, с кем бы ты подрался? Ну, я не знаю именно кого назвать. Я думаю, топ-5, кто будет, свободный с тем, наверное, Беларусь, если Перейра откажется. I don't know what name to call. I mean, top 5. Anybody from top 5. If Pereira turns it down, then anybody from top 5. Mohamed, one question. Congrats on a very important win today. Were you surprised by how good Rakich's stand-up was and how well prepared he was for you? Поздравляю с победой. Удивило тебя на то, насколько хорош Рачич в стойке и насчет того, как хорошо он был к тебе готов? Нет, не удивил, но я понимал, что он очень крепкий боец. Да, он очень крепкий парень, но я думаю, ему очень было тяжело со мной, и как бы он не давал мне работать и сам не работал, так получилось. No, I wasn't surprised by anything. We knew that he was a really tough guy. He was really a really tough fighter, but he did not let me work. He wasn't really doing anything himself, and he didn't let me do my thing. Thank you. Magomed, congratulations on your victory right over here. So I have a quick question just to kind of check what you said. You mentioned that you were surprised that Rakic was working as a second number, basically. So was the original game plan from your side to try to counter him on when he was trying to enter? Просто из того, что ты сказал, что он работал вторым номером, значит, получается, что если оригинально план был, чтобы работал вторым номером ты, а он шел первым? Нет, план был такой, я думал, как бы у него последнее поражение, и думал, что он будет идти вперед. Я думал, будет много крови, если честно. No, honestly, what I thought is that because he's coming off of a loss, then he's going to pressure and he's going to go forward. And I expected a lot of blood. I think in front, before the third round, actually, his corner gave him an advice that he was up on the scorecards. And that's why he didn't press the action. Are you surprised by that? Перед третьим раундом я тебе уже говорил, что его угол сказал ему, что он 2 раунда выигрывает. Ты слышал об этом и насколько для тебя это удивление? Нет, не слышал. Ну, я думаю, всегда свой угол как бы поддерживает бойца, да, настраивать его на третий раунд, так как они понимают, что он проигрывает. Поэтому, наверное, ему сказали, чтобы чуть-чуть разбудить его. I didn't hear about that, but I think it's obvious that whoever is the corner man would probably do whatever he can to kind of cheer up his fighter or maybe lead his fighter to victory. So even if they know that they're down 2 rounds, they will say, you know, you're winning. This way they can kind of, you know, get him working in the third round to decisively take the victory. Okay, and you mentioned that in your opinion, Alex Pereira is one of the easiest fights for you in this division, but at the same time, you've many times expressed your desire to strike with him mostly. What is it about Alex's style in striking that you think that you can take advantage of, without giving too much away, obviously? Ты говоришь, что ты не думаешь, что он будет для тебя очень сложным боем, Алекс Перейра, чемпион. Что тебе кажется, что ты видишь в его ударке, что тебе кажется, что ты спокойно сможешь его перебить? Ну, его ударка, все понимают, какая ударка, он стандартный боец, который идет вперед и роняет своим левым хуком. Everybody can read his striking. He's just a regular standard fighter who moves forward and drops people with his hook.
Okay, and one last one from me, if I may. I believe I've seen a video of you mentioning that you were originally offered a fight with Alex at UFC 300. Could you either confirm or deny that? Скажи, пожалуйста, я права или нет, что я видела какое-то видео, где ты говоришь, что тебе в какое-то время предложили бой против Перейры на UFC 300. Это правда или неправда? Нет, неправда. Почему разговоры были, что хотят мне дать бой, и все-таки не было контракта и конкретного разговора по этому бою. No, it's not true. There was talks with me getting the fight against Alex for 300, but there was no contract, so it was basically just talks. Разговоры были, а так контракта не было. There were talks, but there was never a contract. Thank you again and congratulations on the victory. Last question over here. Магомед, извини, еще один вопрос про Перейру. Если так случится, что следующую защиту он проведет не против тебя и проиграет, будет ли он интересен тебе как боец или тебя он интересует только как чемпион? A question, one more about Alex Pereira. What if he does defend his title against somebody else and loses the title? Would he be interesting to you as a fighter, or you're only interested in Pereira as a championship fight? Мне он интересен сейчас как бы, так как он чемпион. Если он не будет чемпионом, я думаю, нету такого интереса. I'm only interested in fighting him for the championship. If he's no longer a champion, then I'm no longer interested. Thank you.